Наши F-35 могут внезапно появиться однажды ночью в Анкаре, заявил греческий министр. Афины, Греция. Министр обороны Греции Адонис Георгиадис вновь обострил напряженность в отношениях с соседней Турцией, выступив с провокационной угрозой. В телевизионном заявлении Георгиадис предположил, что недавно приобретенные Грецией истребители F-35 могут быть использованы для нанесения удара по Турции вдруг однажды ночью. Комментарии прозвучали на фоне исторической вражды и продолжающихся споров по поводу воздушного пространства, морских границ и разделенного острова Кипр. Хотя обе страны недавно предприняли попытки снизить напряженность, последняя риторика указывает на хрупкий мир. Георгиадис подчеркнул укрепление военных возможностей Греции, включая приобретение истребителей F-35 и F-16, а также фрегатов. Он пренебрежительно отозвался о военной готовности Турции, назвав ее самолеты устаревшими. Турция в прошлом отвечала на подобные провокации собственными угрозами. Обмен словесными нападками последовал за 50-й годовщиной вторжения Турции на Кипр, событием, которое продолжает омрачать отношения между двумя странами. Несмотря на горячую риторику, и Греция, и Турция предприняли дипломатические усилия по улучшению отношений. Однако недавняя эскалация напряженности вызывает опасения относительно возможности дальнейшей нестабильности в регионе. Астана предложила Еревану новый маршрут для доставки грузов в Центральную Азию и Китай через Иран, используя транспортный коридор Иран-Туркменистан-Казахстан. Этот коридор представляет собой эффективный логистический путь, который может значительно упростить и ускорить перевозку армянских товаров. Казахстан граничит с Туркменистаном и имеет железнодорожное сообщение с Ираном, что делает его стратегически важным звеном в этом коридоре. Армения может использовать иранские фуры или железную дорогу для погрузки своей продукции, которая затем будет доставлена к сухому порту на границе с Туркменистаном. Оттуда грузы могут быть перевезены на поезда и доставлены в любую точку Казахстана, стран Центральной Азии и Китая. Этот маршрут открывает новые возможности для армянского экспорта, обеспечивая более быстрый и надежный доступ к крупным рынкам Центральной Азии и Китая. Сотрудничество в рамках этого коридора также способствует укреплению экономических связей между странами региона, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития торговли и логистики. – 22 июля можно считать историческим днем для Армении. В этот день Европа ответила взаимностью на наш запрос о полной интеграции с ЕС. Этот шаг говорит о том, что они взвесили все риски и приняли важное геополитическое решение в отношении нас. Теперь наша задача – это продемонстрировать искренность наших намерений. Посол Франции справедливо отметил, что теперь мяч на нашей стороне. От Армении ожидают обеспечения полного контроля на внешних границах, а также выполнения других технических и политических обязательств. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил занимавшего пост спецпредставителя по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину спецпредставителем НАТО по южному соседству. Регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля важны для нашего Североатлантического союза. Хавьер Коломина обладает обширным опытом взаимодействия с партнерами по НАТО. Его назначение еще больше укрепит важную работу НАТО на юге, отметил Столтенберг. На Вашингтонском саммите союзники согласовали план действий, который расширит участие НАТО на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахеле. Назначение специального представителя является частью этого плана. Заявление пресс-службы НАТО. Партия Ле Пен не получила ни одного ключевого поста в парламенте Франции. Во Франции избрали главы 8 постоянных комиссий Нижней палаты парламента Франции. Блок действующего президента страны Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партии республиканцев,
чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности. Ле Пен в ответ заявила, что это позорный маневр. Соглашение, заключенное между макронистами и Лораном Вакезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое РН имеет законное право в бюро нашей ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, набравшей всего 1,5 миллиона, заявила она. Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия номер 1. По данным Минобороны Индии, за 2024-2025 финансовые годы объем закупок Арменией индийского оружия достиг $600 миллионов. Первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обратился к армянам всего мира с призывом начать широкую медийную кампанию по информированию мировой общественности об истинной сути алиевского режима. Необходимо регулярно писать, говорить и показывать все, что раскрывает его политику геноцида и этнических чисток в Арцахе, рассказывать о судьбе армянских военнопленных и заложников. Нельзя допустить превращения климатического саммита КОП-29 в площадку для отмывания имиджа алиевского режима, говорит Окампо. Алиев провел второй медиафорум, посвященный информационным технологиям и борьбе с дезинформацией. Если перевести это название стендап-концерта Ильхама на нормальный язык, то оно звучит приблизительно так, что нам еще необходимо сделать, кого купить, чтобы азербайджанской дезинформации в мире не становилось меньше. Надо признать, в отличие от нас, Баку в данном направлении сильно преуспел. Пропагандистская машина со времен еще советского Азербайджана, а потом и нынешнего, давно начала использовать в информационной борьбе историческую науку, а вернее псевдоисторическую. Задача, которую они перед собой ставили, довольно удачно реализуется уже 100 лет, это полная фальсификация истории не только самого Азербайджана, но и в первую очередь Армении, да и других кавказских народов. Очевидны также попытки вбить клин между армянским и другими народами региона. С этой целью азербайджанскими историками издаются искаженные первоисточники, в которых удаляются или переписываются целые фрагменты, связанные с армянским, лезгинским, татскими народами. По сути, идет оккупация Википедии, Ютьюба и других площадок азербайджанской исторической плесенью. Горячие войны заканчиваются, информационные не заканчиваются никогда. На борьбу с армянским миром и продвижение своей пропаганды официальный Баку выделяет и будет выделять огромные финансовые средства. Прежде всего эти средства направлены на создание большого количества средств массовой информации, работающих на русском языке, о других даже не говорим. Проблема наших армянских ресурсов, даже тех, кого с натяжкой можно отнести хотя бы к полупрофессиональными, в том, что их работа ведется импульсно, нерегулярно, с периодическими всплесками активности. Этому есть объективные причины. Почти вся работа ведется энтузиастами, патриотами на собственные деньги, в свободное от основных занятий время. Диктатура же способна выделять и содержать армию ручных пропагандистов. Кроме того, многие неармянские ресурсы, но которых я отношу к нашим друзьям, также не чувствуют поддержки от нас в отношении своей деятельности, и я даже не про деньги. Диктатура же способна выделять деньги, большие деньги на подкуп и взятки. Достаточно взглянуть на список присутствующих на этом с позволения, сказать медиа-слете юных барабанщиков. От их круглосуточного стука уже почти не слышен ни наш голос, ни голос друзей армянского народа. Правительству Армении, несмотря на все финансовые сложности растущей экономики, необходимо обратить внимание на, если уж не на нашу пропаганду, то хотя бы на адекватную борьбу с вражеской пропагандой. Пока нас спасает только очень низкий уровень их интеллекта и креатива. Брать нашим качеством против их количества – это, конечно, здорово, но мало. Достаточно взглянуть на борьбу с саранчой. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.